Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Стали Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Вы случайно об орденах не мечтаете? Если мечтаете, то вы должны знать, что орден, настоящий орден, можно получить даже за суп. Правда, орден этот назывался Орден Почетного Легиона. Дело было давным-давно, в 1975 году, да еще и во Франции. Тогда президентом был Валерий Жескар д'Эстен, большой друг Леонида Ильича Брежнева. А поваром, получившим Орден Почетного Легиона, был Поль Бокюс. И то правда, ну как еще награждать человека, у которого этих звезд Мишлена, как у нас с вами на кухне картошки. С 1961 года он получал эти звезды Мишлена. Его называли лучшим поваром Франции. Президенты французские звонили к нему заранее, просились в шахматы поиграть. Однажды очень повезло и мне. Я попал в ресторан к Полю Бокюзу. Да не просто так. Я привез перевод его книги на русский язык. Я и сам в тот год удостоился награды. Награды в Лувре. Там победила одна из моих книг. Она была названа лучшей книгой о национальной кухне 2012 года. Ужин в ресторане Поля Бокюза и короткое общение с ним произвело на меня неизгладимое впечатление. С тех пор я иногда рискую приготовить те блюда, которые отведал в тот вечер. Вот и сегодня я хочу приготовить некое подобие супа, который называется VGE, то есть аббревиатура от имени Валерий Жескар д'Эстен. Точно так, как у Поля Бокюза, у меня все равно не получится, но я хорошо помню, что мясо в том супе было нарезано мелкими кубиками. Но могу вам сразу сказать, что у того супа вкус был явно не мясной. У того супа был грибной вкус. И готовился тот суп из самых вкусных в мире грибов. Из трюфеля. Говорят, что когда-то эти грибы поставлялись из России во Францию. Ну так то когда было. Теперь мы очень рады хорошим белым грибам. К слову сказать, цена на белые грибы растет так, что скоро догонит цены на трюфель во Франции. Но самое главное, что мы, наши белые грибы, любим ничуть не меньше, чем французы любят свои трюфеля. Конечно же, для супа, который подается в честь инаугурации президента, необходимо снять все пленки даже с телятины. Да, именно телятина. У нее довольно нейтральный вкус, который не забьет аромат грибов и овощей. Телятину и овощи я очень деликатно спассерую в сковородке. А между тем, я никак не нарадуюсь на мою сковородку из нержавеющей стали. Кухмара, правильно говорить по-татарски. Сковородка София, сталь 18х20, срок службы 20 лет. Я наливаю буквально одну ложечку хорошего оливкового масла и добавляю к ней чуть-чуть, ровно столько же масла топленого. Вместе они создадут великолепный букет. И лук. Лук для этого супа я взял непростой. Я взял лук-шалот. Очень вкусный, но без назойливого привкуса. Лук нарежем мелкими кубиками. Вот столько лука вполне достаточно. Мы же сегодня не шурпу готовим. Впрочем, французы в свои супы иногда столько лука добавляют, что прямо так-таки их и называют французский луковый суп. Хотите, приготовим как-нибудь. Не надо, чтобы в сковородке шипело, звенело или шкварчало. Вот чуть-чуть зашевелилось, и начинаем перемешивать лук. Лук должен стать едва прозрачным. Видели как? Вот так и хорошо. Опускаем мясо. А мясо у нас должно лишь слегка побелеть. Не более того. Ну, понимаете, чтобы из него белок поменьше выходил, и чтобы пены как можно меньше образовалось. В итоге едоки даже не должны почувствовать, что мясо побывало на сковородке. В итоге вы должны получить прекрасный золотистый бульон. Вот я вам правду скажу. Я не знаю, когда и как солил свой суп Поль Бокюс. Но я знаю, как необходимо солить мясо так, чтобы оно понравилось мне. Я солю мясо при обжаривании. Извиняюсь, при легком пассеровании.
Сковорода с капсульным дном отлично распределяет тепло. А что означает капсульное дно? Это дно, которое состоит из нескольких слоев. Снаружи и снизу идеальная с гигиенической точки зрения нержавеющая сталь, а внутри материалы с отличной теплопроводностью. Это может быть алюминий, а может быть и медь. Видите, какой цвет приобрело мясо? Серо-розовый, очень приятный. Самое время опускать следующие овощи. Начинаем с моркови. Здесь всего лишь навсего одна морковь, порезанная мелким кубиком. Но я думаю, что этого будет слишком много. Достаточно половины этой моркови. Сегодняшний суп я готовлю строго из тех продуктов, которые удалось купить в соседнем супермаркете. Там продавался корень сельдерея. Вот такой огромный клубень. Отрезали от него кусочек, порезали мелким кубиком. И корень сельдерея совместно с морковкой и луком-шалотом создаст превосходный вкусовой аккорд. Сельдерея я взял относительно немного, потому что помимо корня сельдерея, помимо его клубня, я буду использовать еще и зеленую часть сельдерея. Взял буквально пару черешков и нарезал точно такими же кубиками, как и все остальные овощи. О, какой аромат пошел из сковородки! Можно назвать это сковородкой, можно назвать это сотейником. Это не главное. Сейчас самое время добавить воды. Да не абы какой воды, а кипятка. Да-да, кипятка. Сотейничек переставляем в сторонку, а на плиту ставим кастрюлю. Кастрюля у меня тоже нержавеющая и тоже кукмара, в которой и продолжим готовить наш суп. Чтобы суп выглядел как суп, а не мясо-овощное соте, дольем еще примерно литр воды. Да, пусть воды будет побольше, потому что я запланировал добавить в мой суп по мотивам супа Поля Бакюза некоторые традиционные русские продукты. Например, репа. Вот она. Одна репа, один клубень, порезанный кубиками. А это, мои дорогие, перловка. Я запарил ее предварительно, потому что не собираюсь готовить этот суп слишком долго. Это суп с телятиной, это суп с белыми грибами. При чрезмерно долгом приготовлении эти продукты теряют свои кулинарные свойства. Ну и вот, суп и суп. Ну и что? Ну телятина. Ну, допустим, грибы. Белые или даже трюфеля. За что здесь орден давать? Вы не представляете себе, насколько красиво этот суп подается. Именно вот в таких горшочках. Да не просто в горшочках, а поверх этих горшочков шапка из теста. Шапка из роскошного слоеного теста. Слоеное тесто я купил сегодня в супермаркете в отделе замороженных продуктов. Вот оно стоит, вот оно согревается. Сейчас дрожжи снова работать начнут, и оно начнет разбухать. Дело в том, что слоеное тесто бывает дрожжевое и недрожжевое. Так вот, на этот суп берите дрожжевое слоеное тесто. Тесто было свернуто рулоном. Я промазал его топленым маслом и промазал его топленым маслом сверху и снизу. И сейчас осторожно, очень нежно прижимаю его ладонью, чтобы у меня образовалась эдакая симпатичная улитка. Ну да пусть еще расстоится, пусть еще наберет объем. Если вы хотите, чтобы тесто сохранило свою слоистость, ни в коем случае не подпыляйте его мукой, только маслом, только очень вкусным топленым маслом. Характерным продуктом не только французской, но и русской кухни. Чтобы улитки росли, опухали, становились воздушными, но при этом не пересохли, накрываем их целлофанчиком. Ну а как здесь суп? Как бульон? Едва побулькивают. О, посмотрите, какой восхитительный цвет придала этому супу морковь. А бульон какой чистый. Буквально как слеза.
самое время опускать грибы. Но прежде чем опускать грибы, я хотел бы попробовать этот суп. А как там насчет соли? Ну, как всегда, берем одной ложечкой, зачерпываем, переливаем в другую. И вот с этой другой, с индивидуальной, пробуем. Соли-то совсем мало. Совсем. Насыпаем 2-3 щедрые щепоти. Сейчас и пена сойдет, как только соль добавили. И никакого лаврового листа. И никакого перца горошком. Только телятина, только овощи и грибы. Белые грибы. И пока варятся грибы, давайте вот о чем подумаем. За сколько минут испекутся вот эти дрожжевые слоеные улитки? Я думаю, минут за 15. А за сколько минут нагреется вот эта тяжелая керамическая форма? Я думаю, значительно дольше. Не выйдет ли так, что суп у нас будет довольно-таки прохладненький? Я не знаю, как поступал месье Поль Бакюс, но я знаю, как поступлю я. Сейчас я расставлю эти формы, эти горшочки для запекания на противень, поставлю их в духовку на 100 градусов, пускай подогреются, чтобы мы суп в них налили, и он не остыл. «15 минут. Ровно 15 минут поварились грибы, и ровно 15 минут прогрелись горшочки. Пора выходить на финал и разливать суп по горшкам. Надо постараться зачерпнуть так, чтобы в каждый горшочек попали и грибы, и телятина, и овощей равномерно. Ну вот так, по-моему, и порция хороша, и суп в меру густой. Но не нужно, чтобы там были одни только овощи, одна перловка и грибы. Все-таки должен быть и бульончик. Это первое горячее блюдо от большого званого ужина. Часть супа у меня простоит на самом маленьком огне в этой самой кастрюле. А часть супа будет готовиться по всем правилам, в горшочках, под крышечкой из теста. Но больше того, у меня есть немного настоящего трюфеля, который я добавлю именно в эти горшочки. Ну, повезло мне так. Закупился когда-то. Это сальса, консервированная, в масле, не такая уж и дорогая. Покупал в прошлом году в обычном московском супермаркете. Буквально по чайной ложечке на каждый горшочек. Этого будет более чем достаточно. Суп получится восхитительным. А вы знаете, что на кулинарных конкурсах давным-давно запретили использовать трюфель. Потому что трюфель – гриб такой. Его куда ни добавь, все превращается в шедевр. Несколько лет назад у меня здесь были гости. Ну, как сказать, гости. Звезды настоящие. Голливуд, мировая рок-сцена. Вы знаете, что я для них приготовил? Во-первых, русские щи в чугунке, в русской печи. А во-вторых, у меня было очень много грибов. Белыми был забит весь морозильник. Я изжарил их с луком, залил в горшке со сметаной и добавил всего 1 столовую ложку вот таких трюфелей. Поставил в печь, достаю и слышу потом, гости между собой разговаривают. Грибы такие, что просто, простите за выражение, но они так и сказали, сдохнуть можно. Я надеюсь, что это выражение соответствовало наивысшей степени восторга. Ну а теперь самое сложное – устроить из этого теста крышечку. Ай, боже мой, неужели не получится? Неужели у меня ничего не выйдет? Да неужели я настолько… Нет, не настолько. Все получается замечательным образом. Идите сюда. Я вам расскажу секрет, который только что придумал. Посмотрите, улитка стоит как бы пирамидкой, да? Если я ее поставлю прямо вот так, то вот этот центр туда и провалится. Мы переворачиваем улитку,
Придавливаю ее ладошкой, чтобы она стала пошире. И давай на горшок. Тесто расправляется, наползает на весь горшочек. И кажется, все получается довольно симпатично. Чтобы тесто выглядело как праздник, его необходимо смазать. Здесь у меня один желток и буквально ложечка хороших сливок. Вот этим мы смажем тесто, чтобы в духовке оно зарумянилось. Присыпем зернышками кунжута, чтобы выглядело еще аппетитнее. Вот теперь можно отправлять в духовку, разогретую до температуры 170 градусов. На сколько минут? А вот мы сейчас и узнаем. Как только зарумянится тесто, суп можно будет считать готовым. Горшочков в духовке у нас 4, а съемочная группа состоит из 7 человек. На наше счастье, 3 отказались от трюфеле категорически. Говорят, не любят. А вот слоеные лепешечки любят все. Но мы и испекли дополнительные. Есть, однако, некоторые секреты, о которых старина Поль Бокюс умолчал в своих книгах. Посмотрите, чтобы тесто зарумянилось вот так, температура в духовке должна быть минимум 160-170 градусов. Но при этом суп начинает кипеть очень сильно. Да так, что побежал наружу. Знаете, как я вышел из этого положения? Раскрываю перед вами мои секреты. А очень просто. На противень я налил холодную воду. Супчик снизу остыл, кипеть перестал, и все получилось довольно симпатично. Конечно, лепешки, которые пеклись сами по себе, отдельно вышли еще красивее. Но это абсолютно честный результат. Как получилось, так и показываю. Как по мне, так эти лепешечки вполне аппетитные. Ну а как там суп в кастрюле? Наливаем в супницу. Подаем очень торжественно. Вы знаете, мне очень нравится этот суп. Мне хочется поскорее его попробовать. Поэтому в эту тарелку наливаю серьезную мужскую порцию. Чего не хватает в этом русско-французском супе? Я вам скажу чего. Не хватает петрушечки для украшения. Наверное, и в супницу тоже щепоточку петрушки. Ну, загляните, как вам? Симпатично? Аппетитно? Хотелось бы такого супчика. Значит, надо брать и готовить. Ну а я сегодня все сделал для того, чтобы от всей души, от чистого сердца пожелать вам приятного аппетита!